My job is to give you a brief history of London government and to tell you how we work it there. Задача моя сегодня просто рассказать очень быстро и конкретную историю местного самоуправления в Лондоне и как оно развивалось, собственно, как мы пришли к тому, что имеем сегодня. So I'm speaking as somebody who lives in London and benefits or pays for the local government in London. Поэтому я буду говорить с позиции человека, живущего в Лондоне, который получает все плюсы от нынешней системы устройства местного самоуправления, и также как человек, который оплачивает, один из многих, который оплачивает эту систему. Since 1965, there have been 32 borough councils in London, plus the City of London, which is our financial centre. С 1965 года Лондон административно делится на 35 муниципальных районов, и также сюда входит и Сити, лондонский Сити. 32. In 2000, another tier of local government was created called the Greater London Authority and comprising the Mayor of London and the Assembly. В 2000 году было создано, так сказать, большое управление Большого Лондона, которое включает в себя Greater London Authority and Mayor of London and Assembly. И это Большой Лондон, а также управление мэра Лондона и его собрание. Like a parliament. Как парламент. Firstly, the boroughs. The boroughs and the City of London run most of the day-to-day services that keep London ticking. Но прежде всего несколько слов о муниципалитетах. Они занимаются повседневной работой, управлением городского хозяйства и также, как и мэр Лондона, собственно, и задача, чтобы городская служба, все городские службы работали бесперебойно. Together they spend more than 12 billion pounds a year, which is about $20 billion. Ежегодный бюджет 12 миллионов, 20 billion, yes? 12 миллиардов фунтов или примерно 20 миллиардов долларов. This includes about 7 billion on children's services. Эта сумма включает примерно затраты 7 миллиардов на все службы, связанные с обслуживанием и поддержанием всего необходимого для детей. Including education, which is a local government responsibility. Включая образование, что является обязанностью местного самоуправления. And 2 billion pounds on adult social services. И 2 миллиарда это затраты на социальное обслуживание взрослого или пожилого населения. The boroughs own and maintain nearly 500,000 homes, 1 in 7 of all homes in London. В ведение этих муниципалитетов или муниципальных районов входит примерно 1 миллион домов из всех, которые находятся в Лондоне, то есть каждый 7-й дом, расположенный в Лондоне, обслуживается именно муниципальными образованиями. They run the libraries. Они также отвечают и управляют библиотеками. They deal with planning applications. Они также рассматривают, утверждают все варианты, связанные с городским планированием на своих территориях. They are responsible for waste collection and recycling. Они отвечают за сбор мусора, отходов и рециркуляцию, переработку отходов. And they license the capital's pubs, clubs and restaurants. А также выдают лицензии на работу пабов, клубов и ресторанов. They repair and maintain 95% of all of London's roads. Они отвечают за поддержание и ремонт 95% всей дорожной сети Лондона. They deal with parking enforcement, which is not very popular. Они также отвечают за сбор платы за парковку, что, естественно, является не самой популярной мерой. And I'm happy to say they spend 260 million a year to allow 1 million older and disabled Londoners to travel free on buses, tubes and trains. И должен также с радостью сказать, что в отношении людей пожилого, уже пенсионного лондонцев возраста они тратят 260 миллионов фунтов в год, чтобы обеспечить бесплатный проезд в метро, автобусах и прочих видах общественного транспорта. I enjoy my freedom pass. И так что я наслаждаюсь своим
билетом на бесплатный проезд. They also deliver environmental services. Также они отвечают за различные действия, связанные с охраной окружающей среды, Including consumer protection, включая защиту потребителей, and many arts and leisure services. а также отвечают за организацию очень многих мероприятий и услуг в области проведения мероприятий в области искусства и отдыха. In contrast to all of this, the Mayor of London sets an overall vision for London. В отличие от этого, роль и функция мэра Лондона заключается в определении общего направления генеральной политики развития Лондона. And the mayor has to develop strategies on air quality. И в ответственность мэры входят такие вещи, как разработка стратегии и действия в поддержании чистоты воздуха, Biodiversity, биоразнообразия, culture and tourism, культуры, туризма, economic development, экономического развития, transport, транспорта, waste and spatial development. удаления отходов и пространственного развития. The mayor has powers over London-wide transport. Мэр в силу и в ответственность мэра входит управление всей системой лондонского транспорта And economic development. и экономическим развитием города также. And he does this through two executive bodies. И эти действия осуществляются посредством двух исполнительных органов, которые подчиняются мэру. One is called Transport for London, Один из которых называется Лондонская транспортная система, and the other is the London Development Agency. а второе Лондонское агентство по развитию Лондона. And recently his powers have been extended to control of the Metropolitan Police. И в недавнее время полномочия были мэра расширены, теперь он также отвечает за вопросы, связанные с лондонской полицией. And it is he who appoints and can dismiss the Commissioner of Police. И именно прерогативой мэра является назначение или смещение с должности руководителя лондонской полиции. The Mayor of London is elected every 4 years. Мэр Лондона избирается раз в 4 года. And the next election takes place on the 3rd of May. И следующий выбор состоится 3 мая. And the Liberal Democrat candidate is very angry that I'm here. И кандидат от Либерально-Демократической партии Лондона очень недоволен тем, что я в данный момент нахожусь не в Лондоне, а в Москве. I should be knocking on doors in London, apparently. Потому что, видимо, я должен был ходить и заниматься активной агитацией, стучать в двери лондонцев, чтобы призывать их правильно проголосовать. On the same day, there will be an election for 25 members of the London Assembly. В этот же день, 3 мая, состоятся выборы 25 членов Лондонской ассамблеи или парламента. 15 of these assembly members will be representing constituencies, local regions. 15 из этих кандидатов в лондонский парламент будут представлять свои избирательные округа. And the other 10 come from party lists made to make something resembling proportional representation in London. А 10 остальных будут идти по партийному списку, представляя определенное распределение позиций, соответственно, этих партий в Лондоне. I find the London Assembly rather strange. Я лично считаю, что организация Лондонской ассамблеи довольно странная. Because it advises the mayor on each of the areas of his responsibility. Почему? Потому что по всем вопросам, входящим в ответственность прерогативы мэра, члены Лондонской ассамблеи имеют право давать советы. And they have subcommittees on things like transport, policing, culture and tourism. У них есть такие подкомитеты по таким темам, как полиция, Police, culture and tourism, полиция, туризм, культура и транспорт, economic development. и экономическое развитие. But they cannot stop him doing anything. They cannot overturn his decisions. Но это чисто совещательные функции, они не имеют права остановить действия мэра или каким-то образом, так сказать, силой своего права и положения приостановить действия мэра. This was obviously an idea from the Labour Party, from the Socialists. I can't think of anybody else stupid enough to invent a system like this. По-моему, это явно была, так сказать, идея, так сказать, явно социалистического направления. Мне трудно подумать еще, кто
Кто бы еще мог подобную глупость вообще изобрести? Anyway, the London Assembly election date is also the same date as the mayoral election, the 3rd of May of this year. Итак, как я уже сказал, выборы членов Лондонской ассамблеи состоятся в тот же день, что и выборы мэра в этом году, то есть 3 мая. Right. Going back to the idea of the 32 London boroughs. Итак, возвращаясь теперь к идее и смыслу того, что Лондон разбит на 32 района, и смысл и действия вот на районном уровне. And these are in turn divided into wards, little districts. А вот эти районы, они разбиты, ну, на маленькие подразделения, которые, если я не знаю, как это называется, или округа, которые разбиты на районы, как мне и так правильно сказать. And each ward is usually represented by 3 elected councillors. Обычно каждый район, вот это нижнее подразделение, представляется 3 избранными советниками. For example, I live near Earl's Court, in what is known as the Redcliffe ward, and we have 3 councillors on Kensington and Chelsea Borough Council. Я живу неподалеку от Earl's Court, и у нас 3 представителя, которые представляют Кенсингтон, Челси и... And what is the third there? No, we're in Redcliffe ward, which is part of the Royal Borough of Kensington and Chelsea. То есть Redcliffe ward, который входит частично в королевский район Кенсингтон и Челси. Exactly. Elections here again are held every 4 years. Как я уже сказал, выборы проводятся раз в 4 года. And the next one is due in 2014. И следующий предстоит в 2014 году, соответственно. So therefore we have elections every 2 years. One election like today this week for the mayor, and in 2 years for the councillors, then 2 years after that the mayor again, etc. То есть практически выбор происходит 2 раза в год. Сначала выбор мэра, потом выборы муниципалитета, и потом это снова еще выбор муниципалитета. Now, unlike officers who are the paid employees of the council, и в отличие от штатных сотрудников советов, которые, так сказать, работают там на зарплате, the councillors are not paid a salary. Представители вот этих субрегионов зарплаты не получают. They do, however, receive an allowance designed to compensate them for the work which they undertake. Тем не менее, они получают не зарплату, а пособие с целью того, чтобы компенсировать реальные трудозатраты и, так сказать, как бы оплатить ту работу, которую они реально выполняют. So it's not a salary on which you pay national insurance and everything else. It is just an allowance. Поэтому, в отличие от зарплаты, когда вы должны платить определенные отчисления социальное страхование, национальное страхование, это чисто сумма, которая покрывает их издержки и то время или затраты, которые они понесли в течение выполнения какой-то работы. And since in the year 2007, when we had a Labour government, they forced each council and its residents to implement one of 2 methods of running themselves. И с 2007 года, когда, собственно, пришло крайне лейбористское правительство, они обязали всех членов представителей муниципалитета использовать 2 метода, так сказать, ну как бы для самооценки своей трудовой деятельности. Right. The most popular or the most normal system is to have a leader and a cabinet or executive. Вернее, организация всего процесса. Обычный, наиболее стандартный способ – это создание некого местного кабинета в составе руководителя кабинета и его членов. The council leader is elected by the full council for a period of 4 years. Руководитель вот этого местного совета выбирается всем его составом на период 4 года. And the council may get rid of him or her during those 4 years by an overall majority resolution. И в течение этих 4 лет этот человек, мужчина или женщина, может быть смещен со своей должности простым большинством в случае голосования по этому вопросу среди участников совета. And in this wonderful democratic system, the leader decides on the deputy leader. И в этой, собственно, так сказать, замечательной демократической системе сам лидер, руководитель определяет, кто будет главным депутатом. The size of his cabinet. Определяет также количественный состав кабинета, сколько туда будет входить человек. And he appoints the members of his cabinet. И при этом сам же и назначает членов своего кабинета. The cabinet, of course, will
its construction will depend on how the elections have gone in that particular council. Ну, конечно, безусловно, состав кабинета будет зависеть от того, как проходили выборы конкретно вот на территории данного совета. And it can be either a single party or a coalition. И, естественно, это могут быть представители либо просто какой-то одной партии, либо это может быть коалиционный совет и кабинет. These councils will also have a mayor. В этих советах также есть позиция мэра. But that is a purely ceremonial position. Но в данном случае это чисто фиктивная, чисто церемониальная позиция. And the mayor will normally serve for just 1 year. И обычно мэр находится в этом качестве, в этой должности всего лишь 1 год. The alternative they can do is to have a directly elected mayor. Альтернативный вариант может быть следующий, когда на месте вот, местного совета выбирается прямым голосованием мэр. Who will also be directly elected, and cabinet is already executive. The mayor is directly elected by voters in the borough to serve for 4 years. И в данном случае проводятся выборы среди, собственно, жителей данного муниципального образования, и в случае выбора такого мэра его срок полномочий 4 года. And he or she would then choose a cabinet of no more than 10 councillors. И в таком случае выборный мэр может выбрать, будь то мужчина или женщина, кто выбран, свой кабинет в составе 10 членов. And once again, the cabinet can be drawn from one party or more than one. И опять-таки повторюсь, что это может быть либо однопартийный кабинет, либо коалиционный. And a directly elected mayor obviously has much more power than the ceremonial mayors of the other boroughs. И, безусловно, конечно, в тех районах, где мэры выбираются, его реальные полномочия, его власть, безусловно, гораздо сильнее, чем чистого номинального или церемониального мэра, как это происходит в других муниципальных образованиях Лондона. And only 3 of London's councils actually have got an elected mayor now. И на сегодняшний день только в 3 советах, вот в 3 из районных советов Лондона имеются выбранные мэры. Now, there is a move now to give local towns like Birmingham and Liverpool, Manchester, etc., really big cities rather, the possibility to elect their own mayor just like in London, and there will be referendums taking place in the next few months about this. И сейчас вообще обсуждается идея предоставить полномочия прямых выборов мэра таким городам достаточно крупным, как Манчестер, Бирмингем, с тем, чтобы проводились такие же прямые выборы, как сейчас это делается в Лондоне. И это будет решение принято в течение ближайших нескольких месяцев. It won't surprise anybody to know that the most rich council of all of them is the City of London. И, конечно, неудивительно, что самый богатый в смысле своего бюджета совет – это, безусловно, так сказать, совет, который находится в Лондоне. And some of the riches of the City of London are used to help the poor boroughs that are in its neighbours. И даже надо сказать, что некоторые наиболее богатые районы Лондона помогали финансово более бедным районам и тем, которые находятся по соседству. And although millions of people work in the City of London, very few people live there. И при том, что в Лондоне работает каждый день несколько миллионов человек, реально живущих сейчас в Лондоне людей совсем не так много. So the voters are not just residents. Поэтому участники голосования это не только резиденты, не только жители Лондона, but either the owners or the senior personnel of companies which work within the city. Но также либо сотрудники, либо старший персонал или владельцы тех компаний, которые располагаются в пределах Лондона. Just to complicate matters, we also have a mayor, but we call him the Lord Mayor of London. Также, чтобы еще дальше осложнить картину, хочу сказать, что у нас тоже есть мэр, но мы его называем в данном случае уже лорд-мэр Лондона. But one thing that is important and very different, the City of London is completely non-party political. Но, что очень важно, речь идет о лондонском Сити. Сити абсолютно не является, так сказать, выразителем интереса какой-либо политической партии. Это абсолютно аполитичное формирование
территориально в пределах Большого Лондона. There have been Lord Mayors who have been Liberals, there have been Lord Mayors who have been Labour, there have been Lord Mayors who have been Conservatives. But when they are doing that job, they are the Lord Mayor of the City of London. У нас были и либералы, и лейбористы, и консерваторы среди лорд-мэров лондонского Сити, но когда этот человек вступает в эту должность на год, он становится просто лордом-мэром лондонского Сити. И все политические пристрастия и принадлежности как бы остаются в стороне. Obviously, I'm very happy to take questions on anything I've just said, but I'd like to add something that, to my remarks, following what I was listening to earlier in the presentation. Я, безусловно, с радостью отвечу на ваши вопросы, но сейчас перед этим хочу высказать некоторые замечания, которые у меня родились после того, как я выслушал выступающих передо мной здесь. We have created something in the last 10 years called the Local Government Association. За последние 10 лет мы создали формирование, которое называется Ассоциация местных органов самоуправления или местного правительства. And the Local Government Association contains councillors elected from the various parties from all over the country. И входят в нее практически все советники, которые были выбраны на своей должности, которые представлять могут самые различные партии, причем они, это представительство, так сказать, может быть, территориально привязано к любому месту Великобритании. And its job is two really. One is to help councillors and councils around the country do their job properly. И цели этого образования, этой организации двоякие. Прежде всего, помочь полноценному выполнению функции своей работы как самим советникам, так и советам, в которых они работают. And also to negotiate with central government the money that is going to councils and the powers of councils, because just as in Russia, our governments love to talk about devolving powers, but at the same time making sure they control everything. И являться также неким средством контакта и взаимодействия между советами, местными органами управления и центральным британским правительством, потому что, как и здесь, очень много идет разговора о делегировании полномочий, но на самом деле тенденция такая, что центральное правительство всегда предпочитает, так сказать, максимально полномочия оставлять в своих руках, и также речь идет о вопросах финансирования, потому что из федерального, или в данном случае общего британского бюджета определенные отчисления должны поступать и для поддержки советов. Thank you. Спасибо.